Всем привет! Прошлый ролик с школьными лайфхаками вам очень понравился, и я решил сделать еще одну подборку. Школьные пранки выйдут в середине сентября, потому что вы набрали нужное количество лайков. Если вы хотите увидеть видео, что будет, если отменят школу, обязательно поставьте лайк, и если вы сможете набрать 10 тысяч лайков, видео выйдет 1 сентября. Я в вас верю, но в конце этого видео будет конкурс на 5 призов. Обязательно досмотрите ролик до конца. Не буду вас тянуть, вы смотрите в шоу, поехали! Очень часто в школе нужен скотч, но как назло его у вас нет. Можно решить проблему заранее. Возьмите скотч и аккуратно извлеките картонную часть изнутри. Теперь сложите скотч, как показано на видео. Так вы получите компактный вариант клейка ленты. Если вы списываете что-либо с телефона прямо в школе, уменьшите яркость экрана. Все дело в том, что так снижаются углы обзора, и учитель, сидящий за своим столом, вас точно не спалит. Используйте одну толстую тетрадку для всех предметов. Вы можете пометить их стикерами. Этот способ экономит место в рюкзаке, а также избавляет вас от кучи тетрадей. Если зазубривание стиха приносит вам моральное мучение, напишите на небольшом листке первые слова каждой строчки. Таким образом, взглянув на этот листик, вы вспомните строку и без проблем расскажете его. Все дело в том, что многие люди визуалы, то есть у них более развита зрительная память. Выпейте стакан обычной воды сразу же, как проснетесь перед школой. Это поможет вашему организму побыстрее избавиться от сна и придаст бодрость на весь день. А еще это очень полезно для пищеварения. Крутую шпаргалку вам поможет сделать обычный пластырь. Вырежьте небольшой кусочек бумаги по размеру пластыря, напишите что-либо нужное, а затем приклейте все это на руку. Потихоньку отклеивая его, вы сможете получить необходимую информацию. Если вам задали построить графики, но вам лень это делать, воспользуйтесь любым приложением или сайтом для постройки графов. Просто впишите математическую функцию, и вы получите готовое решение. Здорово, правда? Можно воспользоваться сайтом или скачать приложение на телефон. Еще одну шпаргалку можно сделать на шоколадке. Конечно, это в том случае, если вам разрешают брать шоколад в школу. Есть офигенный сайт знания.com. Если вы затрудняетесь сделать какое-то задание, спросите на этом сайте. Написав вопрос, буквально через 5 минут вы получите подробное решение. Если вы не успеваете конспектировать то, что вам говорит ваш учитель, воспользуйтесь своим телефоном, включите диктофон и положите смартфон на парту. Запишите весь урок и дома с легкостью прослушайте аудиофайл. Когда вы начинаете новую предметную тетрадку, оставьте первый лист чистым, чтобы после составить содержание тетради. Поверьте, при подготовке к контрольным или экзаменам это очень помогает. Если у вас намечается контрольная или зачет, скушайте утром пару кусочков черного шоколада. Вашему мозгу это очень понравится, и он заработает на всю катушку. Слышали про сайт Foxford? На нем содержится вся школьная программа с 1 по 11 класс. На нем вы сможете подтянуть свои знания. Этот сайт есть в форме приложений на Android, iOS и Windows Phone. Если вы обладатель штриха в баночке, сталкивались ли вы с тем, что он открывался в пенале или рюкзаке, заливая все вокруг? Возьмите канцелярскую резинку и обтяните резьбу на баночке, тем самым уплотнив ее. Надежность этого соединения вас приятно удивит. Если вы пишете сочинение или доклад и вам тяжело подбирать слова, чтобы не повторяться, воспользуйтесь словарем синонимов. Есть как сайты, так и мобильные приложения. В описании есть ссылочка на очень удобный сайт. Впишите слово, и сервис предоставит вам синонимы к нему. Когда у вас остается немного карандаша, не выбрасывайте его. Положите его в карман, и при себе у вас будет всегда письменная принадлежность. Зачастую в школьных столовых большие очереди, а качество еды оставляет желать лучшего. Берите с собой в школу еду в контейнерах. Поверьте, это очень удобно. Если вам разрешают с собой брать воду в школу, из этого можно сделать крутую шпаргалку. Оторвите этикетку и напишите на ней все нужное, а затем приклейте обратно. Теперь у вас есть крутая шпора, которая точно выручит вас в трудную минуту. Если вам нужно проверить ваше сочинение на наличие ошибок, читайте его не сверху вниз, а снизу вверх. Так ваш мозг будет обрабатывать не предложения, а отдельные слова. Найти ошибку так проще. Сделайте себе заглушку на телефон, возьмите старые наушники и отрежьте нижнюю часть. Теперь вы сможете подключить их в порт на телефоне, чтобы гарантированно избавиться от звуков. В школе это очень полезно. И как я и обещал в начале видео, конкурс. На моем канале уже более 50 тысяч подписчиков. Я решил немного порадовать вас. Сегодня я разыграю 5 листов офигенных стикеров, 2 листа Симпсонов, лист Marvel, Gravity Falls и Миньоны. Наклейки выполнены очень круто. Для участия в конкурсе вам нужно быть подписанным на мой канал, поставить лайк, а также поделиться видео в социальных сетях. Последнее, что вам нужно сделать, это оставить положительный комментарий со ссылкой на социальную сеть. Победителей будет 5, и я выберу их 10 сентября. Всем удачи, всем пока!